На лед для разминки приглашаются участницы первой группы. Арина Парсегова, Москва. Софья Смагина, Москва. София Цепка, Москва. Майя Сарафанова, Москва. Диана Мильто, Москва. Агата Морозова, Санкт-Петербург. Разрешена 6-минутная разминка. В Саранске продолжаются соревнования на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию 2026 года. Юниорки сегодня исполнят свои произвольные программы. Первая группа участниц уже на льду. Девушки разминаются, а на комментаторской позиции, уже завершив разминку, Василий Соловьев и олимпийская чемпионка Анна Щербакова приветствуют вас. Всем привет, дорогие друзья, дорогие любители фигурного катания. Вместе с вами сегодня будем наблюдать за развязкой в турнире наших прекрасных девушек. Вчера показали высочайший уровень в коротких программах. Результаты очень плотные. И вот как раз в первой разминке мы можем видеть девчонок, у которых, возможно, не все вчера получилось. Случились и неприятные для нас сюрпризы. И, конечно, мы желаем всем возрождения, такого камбэка сегодня, чтобы все ошибки остались в вчерашнем дне. И была возможность совершить этот рывок в турнирной таблице. Да, очень неожиданно в первой группе находятся некоторые спортсменки. И, конечно, мы сейчас отметим всех по результатам. Напоминаю вам, что катание в произвольной программе происходит в обратном порядке, от последнего места к первому. Так вот, последнее место после первого дня заняла Арина Парсегова. Она будет кататься первой сегодня. 18 место после короткой программы. После нее будет выступать Софья Смагина. Вот очень символично только что она исполнила очень легко в самом начале разминки каскад тройной тулуп, тот самый злополучный, который вчера не получился. И еще раз показала, насколько это легко, как орешки, она щелкает эти прыжки. Абсолютно. Софья Смагина одна из 3 спортсменок, которые в произвольной заявили на исполнение по 3 четверных прыжка в программе. И она единственная, кто в первой группе находится из них. Ну а в группе сильнейших уже в свою очередь Виктория Стрельцова и, конечно же, Костылева будут прыгать. Четверной луц на этих соревнованиях только у Ореховской, у остальных девушек тулупы и Сальховой. А на ваших экранах Сергей Давыдов, очень известный и очень подкованный тренер, который работает с Софьей Смагиной с 7 лет. Также на этом турнире работает Сергей Давыдов с лидером мужских соревнований Львом Лазаревым. В общем, у него очень мощная сейчас школа и очень мощное движение там по фигурному катанию происходит. Вслед за Софьей Смагиной будет кататься, и это самый большой сюрприз первого дня, София Цепка. Самая взрослая участница этого турнира. Вот прыжок за прыжком она исполняет на разминке. А вчера разминка началась с того, что София Цепка вдруг ни с того ни с сего на ровном месте упала. И это оказалось, что это вот какая-то нервная обстановка. Она действительно на нее воздействует. И в своей программе она совершила одно из 2 падений вчерашнего дня. Или вообще, нет, 2 было падения, да, и 1 срыв у Смагиной. Одно из 2 падений вчерашнего дня и самое сюрпризное. Тренирует ее Екатерина Моисеева, Максим Завозин, которых вы также видели на ваших экранах. А вслед за Софией на льду с произвольной программы окажется Майя Сарафанова, еще одна ученица Екатерины Моисеевой, Максима Завозина, которая выступает под 4-м номером в этой разминке, 14-летняя спортсменка. Очень интересная работа ведется вот в штабе у Екатерины Моисеевой, Максима Завозина. Оба они, Максим вообще известнейший спортсмен, который раньше катался в танцах с Морган Мэтьюс за США и с Норой Хоффман за Венгрию, был чемпионом мира среди юниоров. А Екатерина Моисеева тоже была фигуристкой, но потом даже уходила из фигурного катания и работала, как она сама говорила, за любую работу бралась. Но, слава богу, судьба вывела ее обратно.
обратно в ЦСКА, в родные пенаты, где она потихонечку начала развиваться как тренер. И вот сейчас такие потрясающие результаты демонстрирует. Диана Мильто будет кататься следующей из школы «Нашей надежды» с Навка-арены, где работает Светлана Соколовская, Виталий Бутиков. Ну и последний будет кататься Агата Морозова, которая тренируется у Ольги Ефимовой и Василия Попова. На ваших экранах Виталий Бутиков, тоже известный в прошлом спортсмен, который в танцах выступал с Кристиной Горшковой, был бронзовым призером юниорского финала Гран-при, взрослого чемпионата России, победителем универсиады, работал тренером в ЦСКА и сейчас трудится в наших надеждах на Навка-арене со Светланой Соколовской. 6 спортсменок, на которых мы с большим интересом сейчас будем смотреть. Произвольная программа — это, конечно, уже совсем другое испытание. Здесь вопрос не столько в чистоте, хотя и в ней, если ты претендуешь на самые высокие награды, сколько вот в выносливости, в длинном забеге, в каких-то очень интересных постановках, в широком спектре набора элементов и умении комбинировать. Если в короткой программе там никуда не деться, у тебя есть твоя программа, выполнил, не выполнил, все, до свидания. Особенно у юниоров. Шаг влево, шаг вправо. А тут в произвольной, ну, посмотрим, как у девочек работает голова в Саранске. Да, безусловно, в произвольной программе намного шире этот спектр возможностей, которые девочки могут продемонстрировать, намного больше разнообразия выбора и кружкового контента, и программы, постановки, так что сейчас будем с огромным интересом наблюдать, ну и, безусловно, пожелаем всем девчонкам удачи. Первой будет выступать Арина Парсегова рядом с Сергеем Дудаковым и Георгием Пхлюком. Она сейчас готовится к своему выступлению. Пожимают они руки в качестве такого финального напутственного жеста. Арина во всех новостях на этом чемпионате, на этом первенстве, потому что выступает сразу в 2 видах, и сегодня вечером мы увидим ее еще и в короткой программе в парном катании. Так что пожелаем ей удачи, выносливости. Не получилось в короткой программе выстрелить, но, по крайней мере, теперь можно кататься со спокойной душой и просто показывать то, что умеешь. Катается она под музыку из бурлеска, блестящего мюзикла.
Арина Парсегова с блеском открывает эти соревнования. Такие у нее приятные, конечно, программы, замечательные Арина платьицы. И Парсегова. вообще она такая очень изящная девушка. Ну, да, программа, может быть, не самого сложного контента, такого именно юниорского, да. Мы уже настолько отвыкли от юниорского контента, нам хочется, чтобы сразу были 4-3, а еще лучше четверной аксель. Да, четверной тулуп с тройным акселем. Сразу все. Ну, вот у Арины там и двойные прыжки, и то да сё, но очень аккуратненько, чисто откатала. Да, Арина сегодня с блеском под бурлеск открывает произвольные программы девушек. И мне кажется, как раз-таки своим катанием она доказывает, что вчера это была просто случайность, волнение, которые сказались, вот, и получилась такая грубая ошибка в короткой программе, потому что сейчас замечательно она справляется со всеми элементами, и во второй половине исполняет самые сложные каскады в своей программе. Это и тройной луц в комбинации с двойным акселем, двойным тулупом, и каскад 3-3, флип-тулуп, предпоследним элементом. Все чисто, все докручено, и нигде никаких сложностей у нее эти прыжки не вызывали, так что доказывает, что с тройными прыжками она на раз-два вообще справляется. Все вращения на 4-й уровень исполнила. Умничка. Нет ощущения, что вот какая-то была экономия сил, потому что вечером ответственное выступление в парах, которое куда более травмоопасно. Сложно сказать, как Арина в принципе справляется с такой невероятной нагрузкой, но да, у нее и в короткой, в произвольной программе такие очень зажигательные образы, музыка, и мне кажется, что это как раз такие образы на перспективу, чтобы, возможно, она чуть больше раскрылась, научилась более раскрепощенно кататься и показывать эти образы, и уже вот отжигать на льду по полной, не стесняться, не зажиматься. Арина Парсегова Ну, все это обязательно произвольная программа впереди будет. набирает Сегодня замечательное выступление. Арина умничка. 122,89 балла. Да, она Общий получает результат за 177, две программы почти 178 баллов по сумме, и будем отталкиваться от этого результата. Вот и София Смагина на льду, ученица Сергея Давыдова, которая катается в произвольной программе под музыку из турецкого сериала «Великолепный век». Платье сшито мамой Льва Лазарева.
Софья Смагина. К сожалению, Софья не получилось Смагина. какого-то уж прям волшебного камбэка, так, чтобы взлететь выше всех, но Софья поборолась, и все-таки мы увидели и четверной прыжок, и чистые другие элементы. И самое главное, конечно же, это ее упорство и желание сражаться, и голова соображала хорошо, да, как один из каскадов не получился, она его перенесла, все исполнила, и вот сейчас по-деловому вместе с тренером обсуждает, что, собственно, как все прошло. Да, очень нравится мне эта девчонка. Общались с ней на Кубке Первого канала среди юниоров. Такая спокойная, рассудительная. Как выходит на лед, у нее прям глаза загораются. И настолько боевая она в своих прокатах. И образы ей соответствующие подбирают в коротких произвольных сейчас на ваших экранах. Самый сложный и чистый исполненный прыжок в программе, четверной тулуп на невероятной высоте. Вообще замахнулась, конечно, на очень серьезный контент. Софья, 3 четверных. К сожалению, стартовый Сальхов не получился, но дальше очень быстро собралась, показала, что этот контент, то, что она может выполнять, и даже при ошибках дальше программа не сыпется, она ее выкатывает, может вернуть себя обратно в тонус. Четверной тулуп исполнила, во второй половине пошла на второй тулуп, который был заявлен в комбинации с 2 акселями, но был не самый чистый выезд. Прыжок сделан, но все-таки на отрицательную оценку от арбитров. И, соответственно, да, каскад она перенесла на последний прыжок в программе. И заключительные 2 прыжка это были каскады, флип-тулуп, неудавшийся в короткой, и комбинация Луци 2 двойных акселя. В итоге справилась. Такой очень хороший рабочий прокат, от которого можно делать выводы, стремиться дальше. И это определенный опыт, который Софье в дальнейшем поможет стремиться к самым большим вершинам. И все, конечно, восхищены, и сам тренер, и в интервью я читал, что и мама спортсменки тем, вот как девочка относится к фигурному катанию, как она стремится, как она сражается с любыми неурядицами и все время движется вперед. Поэтому пожелаем ей удачи. Это было непростое первенство для нее. Ну, вот она набрала 190 баллов на данный момент впереди. И мы продолжаем. На льду София Дзепка, ученица Екатерины Моисеевой, Максима Завозина. Тренеры дают ей эмоциональный заряд. Наверное, вчерашний день нужно было забыть, как страшный сон. Казалось бы, всего лишь одно падение, да, но это было падение на ключевом элементе, а так как девочки вчера все выступили очень чисто, то, соответственно, такое падение откинуло Софию далеко назад. И вот сейчас она катается под музыку Арама Хачатуряна. «Спартак». Потрясающая программа.
Прекрасная, прекрасная София Дзепка в этой программе. Пусть даже было и падение, но это было падение на София очень Дзепка. мощном элементе, который ничуть не повлиял на тот образ, который София в этой программе демонстрирует, на все ее катание. Оно просто потрясает. Все, даже Зублифар Яся аплодируют Софии после ее проката. Да, София, конечно, это та фигуристка, которая даже если случаются какие-то ошибки, все равно то, как она преподносит образ, то, как она катает свои программы, это всегда завораживает, захватывает. Это, конечно, прям эстетика на льду. Давайте сейчас еще посмотрим замедленные повторы. Прекрасный четверной тулуп в каскаде с двойным тулупом, с которого она начала свою программу как уверенно. Вы посмотрите, она докрутила в воздухе, то есть никаких сомнений нету. Очень уверенный прыжок, очень мощный. Во втором чуть-чуть ее не хватило, немного она не дотолкнулась и не над ногой была во время приземления. Но как она быстро в балетную позу встала после этого прыжка. Раз, и уже она в образе дальше поехала. Да, ничуть не показала, что это падение ее как-то выбило из колеи. Нет, сразу же встала, собралась и дальше продолжила катать свою программу с таким же одухотворением и прекрасно дальше исполнила все остальные прыжки, тройные, и во второй половине каскад. Лутс-тулуп тоже тот самый, который не удался в короткой программе. Здесь прекрасно его сделала. Спирали очень красивые. София второй год уже катает эту программу. И, конечно, это видно, что уже настолько прям она, как влетая на ней сидит, настолько точно каждое движение, каждая линия. И очень насыщенно все, абсолютно, как мы любим отмечать, без пустых мест. Их просто не осталось. Великолепно. Вместе с Максимом София Завозиным Дзепка за она находится в Кисенкрай, потому что Екатерина Моисеева выводит следующую участницу на лед. И это 144 балла произвольные и 205 по итогам двух программ. Теперь будем ориентироваться на этот результат, и это серьезный результат. Соревнования в произвольной программе продолжает Майя Сарафанова. Майя Москва. Сарафанова катается со своей произвольной программой под Цирк де Солей. Спортсменка, которая выиграла Гран-при Казани в этом сезоне, назвала этот день самым счастливым днем в жизни. Пусть же удовольствие продолжается на льду.
Майя Сарафанова. Как оцениваешь ее эмоции после проката? Майя Чем-то Сарафанова. расстроена? Ну, Мне видим, да, показалось, что- что большей части получилось все. Ну, больше получилось, но все-таки спортсмены, максималисты, и, конечно, все девчонки хотят, я думаю, катать чисто, безукоризненно. И вчера, хоть и не совсем безошибочная распечатка была, все-таки со своим набором Майя справилась, то сегодня все-таки и сама ошибку допустила, довольно серьезную. Во второй половине программы сделала бабочку, вместо тройного флипа лишь двойной получился. Были еще некоторые неуверенные выезды, и казалось, что вот немножко, да, произвольная программа как-то физически как будто бы недостаточно накатана была. Может быть, были какие-то сложности в подготовке, потому что мы видим, что чуть-чуть конек дрожал на некоторых выездах. Вот тут, в частности, с этого Ридбергера удержалась на одной ноге, но выезд не показала. Соответственно, прыжок по нулям прошел. Но грубая ошибка была только одна во второй половине программы, как мы уже сказали, бабочка. В остальном в целом боролась, не отпускала и больше грубых ошибок старалась себе не позволять допускать. Каскад Луцтлуп докрученный поставили во второй половине программы. Да, ну что ж, получается действительно, что максималистка при отсутствии, ну, окей, бабочка, это многие могут понять, да, но при отсутствии видимых для простых людей ошибок со стороны вот так вот за голову хватается после проката. Ну, наверное, просто, я даже не знаю, может быть, этот флип у нее настолько хорошо обычно получается, что то, что он не получился сегодня, это вот Ну, оно думаю, чисто в безусловно, голове спортсмены что-то там. ставят перед собой цель 2 чистых проката. Если в короткой, несмотря на то, что там откопали какие-то недочеты судей, техническая бригада, все-таки прокат можно было назвать чистым, то здесь, когда сам допустил ошибку, то, конечно, это обиднее уже, серьезней. Но это повод не расстраиваться, а лишь только знать, над чем работать дальше, в какую сторону двигаться, где улучшаться, чтобы больше таких ошибок не было и всегда уходить с проката полностью довольный тем, что получилось сделать. Да, мы любим, когда выходят спортсмены довольные после проката, но в то же время мы и ценим, когда вот эта вот спортивная злость, когда что-то не получилось, и нет, я вам еще докажу, я вернусь, и вы увидите, что я не делаю никаких бабочек, все делаю четко. Но тем не менее, для тренеров и вообще, конечно, сегодня не повод расстраиваться. Хорошо прошло это первенство в любом случае. Очень достойные прокаты сегодня девочки Программа демонстрируют. набирает 113,40 балла. Да, могла бы Общий она результат обогнать за две Парсегову, программы если бы сделала тройное вместо двойного. Вот 174,69 весьма балла. вероятно, что На данный момент в Майя том числе занимает 4-е одно место, цена этого, а может и не одно, цена этого Произвольную сорванного программу элемента. представляет Диана Мильто. Диана Москва. Мильто на льду, ученица Светланы Соколовской, Виталия Бутикова, катается под композицию «Белый ворон» Нуреев. Это саундтрек композитора Иланы Эшкири из фильма Ральфа Файнса о знаменитом танцовщике Рудольфе Нурееве. Драматическая судьба, предложенная к постановке самой Соколовской. Такой вызов для фигуристки.
Диана Мильто с такой тоже очень хрупкой, Диана прозрачной Мильто. программой, очень интересной и, к сожалению, непростым тоже прокатом, хотя она тоже молодец из тех девчонок, которые рискуют, и старалась начать свой прокат сегодня с четверного Сальхова. В общем и целом Виталий поддерживает, и первое слово, которое услышал, все нормально. Все неплохо, и во многих отношениях даже очень и хорошо. Да, прокат был сложный. Сразу же с первого элемента он пошел довольно тяжело. Падение с четверного Сальхова. Мы знаем, что Диана может чисто исполнять этот элемент, но здесь, к сожалению, мы видим вот приземление на передний ход. Это полоборот, недокрут, падение. И, к сожалению, она в итоге, вы можете себе только представить, за этот прыжок получит 1 балл 15 сотых. Вот насколько Сколько усилий. да, рискованно идти на четверные прыжки, что они могут как возвысить тебя наверх, так и ты практически без элемента остаешься. То есть там тройной прыжок на этом месте не то, что больше принесет, но прям в разы больше баллов чисто тройной принесет. Но вот это тоже, да, цена риска, что если не получилось, ты на это идешь. Во второй половине, к сожалению, тоже без ошибок не обошлось. Вот мы видим Луц Тулуп довольно неплохо пошла, и с Луца неплохо приземлилась. На Тулупе чуть корпус спереди остался и не удержалась на приземлении, в зубец ушла. В итоге ставит падение, хотя как такового его вроде бы и не было, но вес тела был перенесен уже и на руку, и на ногу, то есть 3 конечности, и при этом вес тела не на ноге, соответственно, ставит падение на этом прыжке и находит еще недокрут на двойном акселе в комбинации. Так что, да, прокат, конечно, далеко не безошибочный. Но Диана старалась, боролась, но, к сожалению, сегодня вот Ну, наверное, не находясь случилось. на 14 месте, вряд ли нужно было делать ставку именно на чистый прокат, потому что вряд ли он скажется Да, на нужно было призы, идти там, рисковать. что-то Я думаю, что Диана с тренером абсолютно правильно сделали. искать пределы. И программа, тем не менее, очень интересная получилась у Дианы. Успехов. И впереди катание Агаты Морозовой, ученицы Ольги Ефимовой, Василия Попова и Елены Формазовой, которая катается под Лебединое озеро.
Агата Морозова. К сожалению, не удалось эмоционально поддержать этот мажорный аккорд в завершении программы. Так здорово она начала. Такое это было не только одухотворенное, но и наполненное хореографически катание. После каждый выезд, каждое движение, все в таком стиле. Все вот за что мы любим. Там классическое катание, да, катание под балетные номера. И потом немножечко так все пошло в раскосяк. Печально. Да, видим, что довольно нервно. Довольно нервно сегодня проходят произвольные программы у девчонок. С трудом получается, конечно, выкатывать свои программы. Много ошибок совершают. При том, что, да, Агата, вот мы видим, прекрасно начала с каскада, тройной луц, Оллер, тройной сальхов, чисто. Затем был чисто исполненный тройной ридбергер на ваших экранах. И вот дальше уже начались ошибки. Падение с тройного луца, затем с флипа. Абсолютно корпусом туда чуть-чуть не довернулась, и справа корпус остался. Падение. Не удалось даже фирменно спасти этот элемент, как Агата делала это в короткой программе. Но за что я хочу ее похвалить? За то, что какие бы ошибки ни случались, и даже когда программа совсем пошла не по плану, Агата ни на секундочку не позволила себе выйти из образа или показать, как она расстроилась, или что что-то не получилось. Абсолютно вот в секунду вставала и продолжала с эмоциями, с той же подачей катать, и как будто вот еще больше доигрывать свою программу. Я такое вот прям очень уважаю, потому что для меня это не про артистизм, это про характер и дисциплину. Когда идет программа, и ты не можешь себе позволить показать, что что-то получилось или нет. Вот как будто вырезали прыжки из программы, и никто не должен догадаться, вот были ошибки в этой программе или нет. Ты ее катаешь точно так, как она поставлена, как она отработана, и от этого плана никуда не ответвляешься. Вот этот крик отчаяния, я не понимаю, как с выходом со льда. Это вот квинтэссенция, конечно, девчачьего юниорского катания в том числе, когда вот что-то вдруг не получается, и ты не можешь это нащупать, и это очень изматывает. Мы, безусловно, наверняка. желаем понять, почему так произошло, чтобы поработать над этим, чтобы больше такого не происходило. Удачи, девчонки, и мы продолжаем. Вторая группа на льду. Елизавета Лабутина, Свердловская область. Алиса Гориславская, Санкт-Петербург. Арина Ореховская, Оренбургская область. Алиса Юрова, Липецкая область. Софья Федотова, Санкт-Петербург. София Сарновская, Москва. Разрешена 6-минутная разминка. На льду вторая группа участниц юниорок, которые исполняют произвольную программу на первенстве России среди юниоров 2026 года. Спортсменки выступают в произвольной программе по мере возрастания от последнего места к первому, а значит, интрига увеличивается, напряжение увеличивается, и все более техничных и подготовленных к этому турниру спортсменок мы будем видеть дальше. Первой будет кататься Елизавета Лабутина, 14-летняя спортсменка из Нижнего Тагила. Тренируется она в Екатеринбурге у Антона Сергеевича Киселева. Ездит туда 120 километров почти, не каждый день, несколько дней в неделю, а в остальные дни тренируется вместе со своей мамой Полиной Лабутиной. Мы вот рассказывали в предыдущей группе участников про Екатерину Моисееву, которая в свое время даже уходила из фигурного катания, искала какую-то другую работу, сложные были времена. Вот у Елизаветы Лабутиной тренер Антон Сергеевич Киселев тоже уходил из фигурного катания, работал по специальности, так как он закончил Уральский университет путей сообщения в качестве инженера-электромеханика, но потихонечку старался в фигурное катание вернуться, получал педагогическое образование, и в итоге потихоньку развил свою тренерскую группу.
катаются у него в Екатеринбурге прекрасные спортсменки. Тренер Антон Сергеевич на ваших экранах. Вслед за Елизаветой Лабутиной будет кататься Алиса Гориславская, ученица Виктории и Светланы Казанцевых. Спортсменка очень гибкая, очень яркая, запоминающаяся, в том числе ее произвольная программа. Вы наверняка заприметили еще на предыдущих стартах этот костюм, потому что такая немножко празднично-туристически лубочная программа у Алисы, но она ей очень идет, она так здорово ее исполняет и создает чрезвычайно яркое и праздничное настроение на льду, и мы желаем ей в том числе, чтобы сегодня это настроение ее не покидало. Вслед за Алисой Гориславской на льду будет Арина Ореховская. Это спортсменка, родившаяся в Оренбурге и тренирующаяся в Оренбурге у Елены и Екатерины Михайловых в спортивной школе имени Николая Гейтса. Ни в какую не хочет переезжать ни в Москву, ни в Санкт-Петербург. Нравится ей в своем городе, нравится быть лучшей в этом городе, нравится быть первой спортсменкой Оренбурга, исполняющей четверные прыжки. В частности, в ее программе заявлен четверной луц. Это единственный четверной луц, заявленный на сегодняшних соревнованиях. Ну, как вы обратили, наверное, по катанию Софии Дзепко, то, что одно дело что-то заявить, а другое дело что-то исполнять. Например, у Софии в заявке не было четверных прыжков обозначено, но начала она свое выступление именно с них. Алиса Юрова будет кататься вслед за ней. Это 16-летняя спортсменка родом из Липецка. И, в общем-то, Липецк она Липецкую область и представляет, хотя тренируется на катке «Созвездие» в Москве у Юлии Николаевны Ворониной. Тренируется недалеко от Хрустального, где работает ее брат младший Степан Юров. На 4 года на нее младше, который работает в школе Тутберидзе. Степан Юров – недавний победитель Кубка Москвы по юношескому разряду. Ну вот вместе ребята работают в Москве. До этого они тренировались у Евгении Плющенко, но вот потом совершили переход и теперь тренируются в разных местах, но на одной практически станции метро. Софья Федотова будет кататься вслед за ней. Это еще одна ученица Ольги Ефимовой, Василия Попова. Спортсменка, которая на Гран-при в Москве заняла 3-е место. Внимание, девушки, до конца разминки осталась 1 минута. Василий Попов на ваших экранах, ее наставник. Ну и самая молодая спортсменка этого турнира, 13-летняя София Сарновская, будет замыкать группу участниц номер 2. Тренируется она в школе Евгения Плющенко, Ангела Плющенко. Серебряным призером была на Гран-при Казани, хотя лидировала после короткой программы. Спортсменка из спортивной семьи. Вообще у многих спортсменок братья и сестры занимаются спортом. В основном, я обратил внимание, по статистике у всех братья хоккеисты. И все время они друг с другом как-то коммуницируют, ходят на соревнования друг к другу. Фигуристки учат братьев скольжению, каким-то еще делам. Ну, по крайней мере, так рассказывают в интервью. Ну вот София отличается от тех спортсменок, у которых братья хоккеисты, потому что у нее братья фигуристы, причем очень успешные, особенно Никита. Выступление второй группы. Что ж, пожелаем чистых прокатов девчонкам во второй группе. В первой группе только Арине Просеговой удалось справиться со своим набором. Надеемся, что здесь девчонки продолжат эту тенденцию. Первой выступает Елизавета Лабутина. Ее произвольная программа — это саундтрек из недавнего российского кинофильма «Любовь Советского Союза». Спортсменка, которая бронзовую медаль взяла на московском
этапе Гран-при, причем была второй после произвольной программы. Вау! Елизавета Лабутина, молодчина! Настоящий боец, здорово откатала эту программу. Такая была собранная. Да, в какой-то момент шатала спортсменку, и мы тут вздрагивали и думали, что Да, происходит. комбинация из Луции и двух акселей была, конечно, очень нервная. Но она ее вытянула. Но есть другая Да. проблема. Расскажи. Сейчас мы вернемся, да, еще к этой комбинации. Так, Лиза, конечно, умничка, ждали мы чистых прокатов, и вот для себя справилась, молодец, но есть нюансы. Как говорится, в заявке стоял тройной аксель первым элементом, и вот сейчас мы увидим, что лишь двойной аксель был исполнен. Я думаю, что это, конечно, заранее запланировано было, что аксель будет двойной, но в таком случае немножко просчитались с контентом тренера или спортсменка, потому что двойной аксель был исполнен первым элементом, и затем во второй половине программы была исполнена комбинация тройной Луции, 2 двойных акселя подряд. И таким образом у нас получилось 3 двойных акселя в программе, а повтор может быть только 1. Соответственно, последний двойной аксель идет уже под звезду. То есть этот прыжок аннулирует. Это не какая-то невероятно огромная потеря, но, тем не менее, за этот прыжок Лиза так боролась, Да. так его вытащила, просто невероятно вообще, потому что и Луц был не самый удобный для приземления, и
Второй двойной аксель был довольно ровный, а вот третий прям вот тоже вытащила на зубах, на зубцах и сделала. Но, к сожалению, вот здесь баллов она не доберет. И на заключительном Луце ставят неверное ребро, на чем, конечно, тоже довольно много потеряет Лиза. Вот не очень, конечно, понятный вид спорта фигурное катание для Мне простых кажется, зрителей что на вот стадионе. сейчас уже Лиза с тренером тоже обсудили то, что Ну, прыжок был наверно, лишний, да. потому что не очень довольна Лиза, хотя сама молодец, справилась так-то с прокатом. Думаю, что они уже поняли свой просчет. Ну, потому что сразу на табло было высвечено, что там сначала в ноль ушел этот каскад, но сейчас вычеркнули только один двойной аксель. Да, ну, Лиза, не отчаивайся, это все равно старт в плюс, и катание было в плюс. Настоящая спортсменка, мама фигуристка, папа боксер, бабушка гимнастка, вся спортивная семья, и Лиза большой молодец. Ну, немножко просчитались. Бывает. В следующий раз будет лучше. Нужно двигаться вперед. И боевым настроем тренер Алисы Гориславской, Виктория Владимировна Казанцева отправляет свою ученицу для проката произвольной программы под музыку «Бабушка» и «Welcome to Russia».
Прекрасная Алиса Гориславская. Алиса Не удалось без Гориславская. падения выполнить эту позитивную во всех отношениях программу, но, тем не менее, вот настрой прям от начала до конца, сплошной позитив. Интересно, вот, когда спортсмены катаются вот такие мега-позитивные программы, это означает, что эти спортсмены и в жизни такие мега-позитивные, или это можно сыграть? Здесь, конечно, я думаю, все индивидуально, но Алиса производит впечатление как раз-таки именно вот такого светлого, открытого человека с искренней улыбкой, которая заставляет и всех вокруг улыбаться. Мне кажется, вот на ее прокаты невозможно смотреть без улыбки. И несмотря на то, что на этапах, конечно, более удачно удавалось исполнить Алисе эту программу, на прыжках вообще никаких вопросов не возникало. У нас очень чисто она выступала. То здесь, конечно, даже помимо падения были и другие недочеты. Было видно, что как-то потяжелее сегодня идет прокат, но это абсолютно не поубавило той энергии, которая исходит от Алисы во время проката. И все так же остались фишечки, любимые Алисины в прокате, которые делает только она. И помимо этого внутреннего кораблика с переводом рук за спину, помимо этого еще очень интересную спираль она сделала, где ногу провернула просто вот вокруг себя. Так что это вот при Алисе остается. Вот то самое падение с Луца. Еще не так круто на других прыжках, конечно, есть. Что технически, безусловно, Алиса может больше. Она катала в этом сезоне, показывала, что она может чисто легко выкатывать эту программу. И сегодня, к сожалению, не все срослось. Да, настроение так, ну, в плане шутки, конечно, но даже падение какое-то было немножко в настроении, такое очень кукольное. Хотя, естественно, лучше было бы без него. Ну, главное, что фирменная улыбка на месте. Все остальное с тренировками обязательно придет. Алиса Гориславская также периодически выигрывает различные зональные соревнования, постоянный победитель первенства Северо-Западного федерального округа, выигрывала турнир «Серебряное ожерелье России». Ну и, в общем, познала радость побед различных и к ним стремится теперь на новом уровне. Сейчас она на 6-м месте здесь. А впереди катание спортсменки из Оренбурга, которая будет начинать свою произвольную программу, по крайней мере, так обещано, с четверного Луца. Катается она под песню израильской певицы Юваль Рафаэль «Новый день придет». You'll never go away. You are the rainbow in my sky, my colors in the gray, my only wish upon a star, sunshine of the day, the only song that my piano ever plays. And even if you say goodbye, you'll always be around to lift me up and take me high, keep my feet close to the ground. Are you proud of me tonight? Dreams are coming true. I choose the light, nothing to lose if I lose you. New day will rise, life will go on. Everyone cries, don't cry alone. Darkness will fade, all the pain will go by, but we will stay, even if you say goodbye. Cries, don't cry alone. Darkness
Молодчина Арина Риховская Арина заканчивает Ореховская. свою программу еще одним вращением, не знаю, предположительно на 4-й уровень. Предыдущие 2 отмечены 4-м. Заключительное, как думаешь, 3-й, 4-й? Ну, пока что отмечают как 3-й уровень в распечатке. Но, тем не Но менее, помимо классное закона, выступление. да, есть что отметить в этой программе точно, потому что начала она свою программу с четверного Луца. Единственная, кто среди всех девочек пошел на старший элемент ультраси, на старший четверной Луц, самый дорогой четверной прыжок, ну, не считая акселя, конечно. Давайте посмотрим. Безусловно, было видно невооруженным взглядом, что был недокрут на прыжке. Ставят одну галку, да, а по недокруто, на ощущениям, мой, что прям, честно, может, и взгляд, 2 да, целых, прям да. практически на передний ход она приземлилась, но, тем не менее, устояла на одной ноге, Да, пусть лучше в пользу удержалась, спортсмена да, будет эта засчитали в пользу галочка. спортсмена, я бы сказала, да, устояла на одной ноге, удержалась, выехала и дальше успешно справилась со своей программой. На Сальхове был чуть не четкий выезд, но мне показалось, что это потому, что у нее был запас под четверной. Я когда увидела этот Сальхов, говорю, надо четверной Сальхов тоже прыгать, потому что он там точно был. Вот. И дальше все 3 каскада она исполнила во второй половине. Это очень рискованный ход. Первая, мне кажется, среди девочек сегодня, кто так делает, потому что это сразу же не дает тебе никакого права на ошибку. Если вдруг какой-то из каскадов не получился, то полностью все, остаешься без каскада, нету шанса переделать. Она на этот риск пошла и успешно с ним справилась. Все каскады прекрасные, докрученные, чистые. И вообще умничка. Да, и с такими оценками она должна, конечно, не только удержать свою позицию, а может быть даже и... Ага, 3-я по произвольной программе уступила Софья Смагиной, но так как был запас у нее по баллам после короткой программы, то она Софью первая, кто, ну, 2-я после Дзепки, отодвигает на следующую позицию. И пока что уступает только Дзепке. Ну, там большой отрыв, 15 баллов, понятно. София на вершине с начала дня. А на льду Алиса Юрова, 16-летняя спортсменка, представляющая Липецк, ну, как уже было сказано, тренирующаяся в Москве на катке «Созвездие» у Юлии Николаевны Ворониной. Катается она под саундтрек из кинофильма «Фрида» про знаменитую художницу Фриду Кало. La noche irá sin prisa de nostalgia. Habrá de ser un tango nuestra herida, un acordeón sangriento
Алиса Юрова. Произвольные программы сегодня у девушек, конечно, полны страданий и эмоций. Практически нет абсолютно чистых прокатов, да, просто разницы в ошибках. У кого-то это шаг на рекорд, да, как, например, у Софии Дзепко, у кого-то это какие-то вот такие совершенно невынужденные ошибки. Но, тем не менее, несмотря на вот этот накал борьбы и на большее количество ошибок, чем вчера, все-таки это очень эффектное, красивое фигурное катание, которое мы видим сегодня в разных образах. Да, расслабиться нам сегодня девочки не дают. Все время мы в напряжении, заставляют они нас переживать, нервничать за них. Но такие дни тоже бывают. Это спорт, не всегда все идет гладко. И во многом можно выделить, что несмотря на большое количество откровенно ошибок за сегодняшний день, девчонки не бросают программу, доделывают, показывают все равно разные образы, и за этим все равно приятно наблюдать. Именно за прокатами, конечно же, мы желаем чистого исполнения элементов. Но вот у Алисы сегодня хорошо прошла первая половина программы. Первые 4 прыжковых элемента успешно были выполнены. Один из них в каскаде с двойным тулупом. И вот вторая половина совершенно не задалась. Там должно было быть 2 каскада самых сложных, самых дорогих элементов в программе. Вот здесь должен был быть каскад тройной луц, тройной тулуп. Но, к сожалению, как мы видим, лишь падение с тройного луца. Следующий тройнулс она смогла сделать, добавила к нему комбинацию из двойного акселя и двойного тулупа. И заключительный прыжок Ридбергер. Очевидно, что именно туда нужно было добавлять каскад, который не получился на луце, но и там было нечистое приземление, поэтому каскад не удалось прицепить, и таким образом Алиса без каскада осталась в этой программе. Так что технически, конечно, да. Нравится, мне кажется, Потеряет тот много. драматический образ, который она нарисовала, Ну, да, на образ, повторах посмотрела. да. Образ замечательный, невероятно красивая хореодорожка, хореопоследовательность. И Алиса Всегда на такая большие надбавки она ее выполняет. видная, высокая фигуристка, самая высокая среди всех спортсменов, сантиметров на 10-15 выше всех остальных. Ну вот. Образ на ней очень хорошо смотрится, этот Фрида. Итак, она на 7-м месте на данный момент. Произвольную На программу льду представляет Софья Федотова. Санкт-Петербург. Василий Попов выводит ее на лед. Спортсменка, которая будет кататься под композицию Томми Профита под названием «В конце», «In the end».
Софья Федотова исполнила свою произвольную программу. И Софья Федотова. довольно-таки тяжело стартовала с двух элементов, которые пошли в минус, но потом все раскачивалось и раскачивалось, и старалась не отпускать эту программу до самого конца. Не все, к сожалению, получилось. Я так смотрю, что заключительное вращение даже судьи не засчитали. По базовой оценке оно проходит. Ну, то есть не совсем не засчитали, вращение-то было, но без уровня по базовой оценке. Но Софья очень старалась и не сдавалась во время этого проката. Ну вот никак почему-то не идут чистые прокаты у девочек сегодня. Такой тяжелый сегодня день в Саранске, как будто нависла над льдом вот эта пелена волнения, каких-то ошибок, при том, что в течение сезона мы прекрасно видели чистые прокаты от всех этих девчонок. Как будто вчера выложились максимально эмоционально и что-то Да, сложно сдвинулось. сказать, что именно происходит, но, безусловно, на первенство отобрались все самые сильнейшие, самые стабильные, с самым сложным набором и так далее, так далее, так далее. И все это они в течение сезона показывали, но вот здесь прям тяжело идет. Возможно, волнение, груз ответственности, все-таки главный старт сезона, да. Но вот в частности, да, и у Софьи несколько грубых ошибок в начале проката, и каскад 3-3 совсем не получился, как бы хотела на первом элементе, на первом не сделала, попыталась на втором не докрутила, поэтому, да, опять же, не без ошибок. Сегодня не без ошибок, но абсолютно всем девчонкам пожелаем, чтобы это для них стало опытом, чтобы все поняли, что именно пошло не так, где-то, может быть, в подготовке, где-то в настрое, чтобы можно было это исправить и двигаться только вперед. А пока все пропускают вперед Софию Дзепко, которая по-прежнему лидирует у нас с самого начала дня. Ну, это и не мудрено. Конечно, оценки за произвольную программу у нее очень высокие, 144 балла. До таких дотянуться тяжело, и даже по сумме обойти ее пока что не представляется возможным. Но будем ждать финальную группу участниц. Софья Федотова оказывается на 7-м месте, пропустив вперед и Арину Парсегову. Кстати, Арина вот поднялась до 6-й позиции, где она сейчас находится. А в завершении этой группы участниц выступит София Сарновская. Спортсменка будет кататься под музыку из еще одного эпического фильма с Антонио Бандерасом под названием «13-й воин». Хотя так по костюму и не скажешь. Костюм очень праздничный.
Софиюшка Сарновская, тройной аксель. Снова первый не София дался, и она Сарновская. хватается за голову, потому что, конечно, умеет она исполнять аксель и делает его. Но вот помним мы, что на Гран-при не всегда этот аксель получался, но она заходит активно и старается по полной сделать эту программу. Но сегодня, за исключением акселя, все. Она, правда, отказалась от второго, да. Решили, наверное, стратегически уже не делать так, чтобы уж два элемента в самом начале проваливались. Здесь, конечно, да, реакция спортсменки говорит сама за себя. Давайте посмотрим на этот аксель. Недокрут, около четверти оборота. Конечно, такой прыжок невозможно выехать, потому что приземление на всю стопу — это уже сразу же падение. Корпус не над ногами был на этом прыжке. И вот здесь видно, что работа над ошибками была проведена по сравнению с московским этапом именно в контенте, потому что там она после неудачного первого прыжка пошла еще и на второй, и очень много баллов на этом потеряла, потому что, конечно, если не удался первый прыжок, то второй еще тяжелее прыгнуть. Вот здесь не стали идти рисковать на второй, но и дальше. Вот мы видим вторая грубая ошибка в программе. Это одинарный луц, с которого она начала вторую половину, естественно, вместо тройного. Дальше она все каскады досчитала, добавила, но, тем не менее, конечно, это все равно существенная потеря по баллам. И вновь мы подчеркнем, что уж, ну, если тройной аксель — это самый сложный прыжок, который она на соревнованиях исполняет, да, и пока что еще нет той стабильности, да, чтобы быть уверенной достаточно в этом прыжке именно на стартах, да, может быть, в тренировках он есть, но на стартах это, конечно, нужно напрыгивать, накатывать, набираться этой уверенности. То, что с тройными прыжками очевидно, что никаких проблем нет, это исключительно вот настрой в голове, возможно, расстроилась из-за того, что аксель не получился, да. Но это лишь первое первенство России для Софии, так что это опыт, который идет ей в копилочку, и понимание, куда двигаться дальше, над чем работать, что дорабатывать. Да, на разминке, вот говорит Евгений Плющенко, все было блестяще сделано. Ну вот то, о чем мы говорим. Тренировки, разминка, прокат — это абсолютно разные вещи, и это вот опыт, который нужно набирать. Я был уверен, что ты на второй аксель все-таки пойдешь. Ну, видим, что это решение Софьи было. Софии. Я просто передумала, потому что боялась такой ситуации, как на первом этапе было. Как мы с вами Да, мы ситуацию с тобой в предвидели. точку смотрели, да, в корень зрили. Да, для тех, кто не слышит, София как раз говорит о том, что Второй пошла и делать надо от начала до конца. на второй аксель не пошла, потому что побоялась, что повторится именно та ситуация, которая была на московском этапе. Но видишь, мы предположили с тобой, что на Ну, удержание, да, я думала, а что это Евгений зрение. Викторович говорит, нет, надо, не смогла первый, иди еще один сделай, второй получится. Воспитывает в подопечные бойцовские качества, чтобы рвалась вперед и не сдавалась, рисковала. Интересно. Ну что ж, София Сарновская занимает на данный момент 4-ю позицию, а впереди выступление еще 6 спортсменок, но группу сильнейших мы увидим с вами после заливки льда. Алена Принева, Москва. Виктория Стрельцова, Москва. Маргарита Базылюк, Москва. Агата Петрова, Санкт-Петербург. Лидия Плескачева, Москва. Елена Костылева, Московская область. Разрешена 6-минутная разминка. Шесть спортсменок, лидирующих после короткой программы, объединены в группу, которая выступит сейчас на первенстве России среди юниоров 2026 года. Я умышленно не сказал 6 сильнейших спортсменок, потому что мы знаем, что
находится список спортсменок на пороге таких серьезных изменений, потому что София Дзепко, которая выступала в первой группе, скорее всего, поднимется достаточно высоко, чтобы оказаться где-то примерно вот в этой же группе участниц, но тем не менее, после короткой программы лидируют именно эти 6 спортсменок, 5 из них из Москвы и области и 1 из Санкт-Петербурга. Первой будет кататься спортсменка Алена Принева, ученица Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова, Данила Глихенгауза, Георгий Пахилюк также на ваших экранах, тренерский штаб Хрустального. Алена Принева серьезная очень девушка, относится к своей жизни с вдумчивым таким подходом, рассказывает в интервью, что подумывает в том числе и об альтернативных профессиях. Никто не знает, как там со спортом дело пойдет, а на врача-косметолога всегда выучится самое время. Но, тем не менее, Алена растет как спортсменка, идет вперед. Тоже, кстати, папа и брат хоккеисты. Вопрос о том, о чем я говорил в начале трансляции. Очень много хоккеистов среди братьев у спортсменок. Еще одна ученица Этери Тутберидзе с 23-го года, Виктория Стрельцова, катается в этой школе. До этого тренировалась у Софии Федченко, у Марины Черкасовой, в том числе призера Олимпийских игр 80-го года. Именно Марина Черкасова была ее первым тренером, или одним из первых тренеров, благодаря чему в том числе Виктория так выучена исполнять эти прыжки, но и, конечно, природное дарование тоже имеет место быть. Вслед за ней будет кататься Маргарита Базылюк, спортсменка, которой очень не удалось в прошлом году первенства, и были разочарованы все ее болельщики, многочисленные и преданные ее результатам. Вот в этом году она на 4-й позиции после короткой программы готова атаковать. Все-таки она победительница первенства России среди юниоров позапрошлого года. Ну, в этом году она была первой в Магнитогорске, хотя, как вы, наверное, знаете, ни в короткую, ни произвольную программу не выиграла, но первое место заняла, потому что у девушек ее соперниц был такой вот серьезный разнобой. В Казани была всего лишь 6-й. Пожелаем этой спортсменке здесь удачи. Мы всем спортсменам желаем удачи. И вслед за ней будет кататься Агата Петрова, ученица Татьяны Мишиной, Алексея Мишина, Владислава Сизганова, Санкт-Петербург. Единственная из питерских девушек, пробившаяся в финальную часть этого турнира, я имею в виду в разминку сильнейших. Тренер на ваших экранах. Агата, как тоже было сказано в интервью, пришла в фигурное катание, чтобы кататься не хуже Платона. Платон — это тоже брат и тоже хоккеист. Ей очень хотелось на льду рассекать не хуже брата-хоккеиста. Ох уж эти братья-хоккеисты, много влияния они оказали на женское российское фигурное катание, и его не стоит недооценивать. Вслед за ней Лидия Плескачева, ученица Светланы Пановой. Лиде 15 лет. В сентябре была у нее травма. Она вот как раз в фигурное катание пришла вслед за сестрой. Причем сестра уже закончила, а Лида делает такие сумасшедшие успехи. В детстве занималась акробатикой, играет на фортепиано. В общем, большинство девушек очень разносторонние и занимаются не только фигурным катанием, а еще и многие хорошо учатся. Что я всегда говорю своим детям: чем бы вы ни занимались, а вот школа — это важно. Не только знания, но и все то, что со школой связано, полезного. Ну и, конечно же, Евгений Плющенко выводит Елену Костылеву в группе сильнейших. Чемпионка действующая этого турнира, также обладательница первого места на московском этапе серии Гран-при, второго места на омском
этапе серии Гран-при, победительница финала Гран-при прошлого сезона, когда она обошла Алису Двоеглазову. Очень девушка интересная, яркая, с непростой судьбой, но стремящаяся к вершинам совершенства. Ух! Красивые прыжки. Россыпь ультрасим мы уже увидели от всех спортсменок из сильнейшей группы участников. И здесь, кроме Агаты Петровой, сегодня все замахнутся на четверные прыжки, на тройные аксели. Так что, конечно, борьба будет не на шутку. Елена Костылева, если снова победит, будет двукратным победителем первенства, а в истории таких было не так-то много. Это только Софья Акатьева, Саша Трусова, Арина Мартынова и была даже трехкратной победительницей юниорского первенства. Это Кристина Обласова, которая всем тоже хорошо известная фигуристка. Алена Принева катается первой. Четвертое первенство этой фигуристки. В прошлом году была 6-й. Сейчас под лунную сонату в исполнении Самуэль Ким она будет исполнять свою произвольную программу.
Алена Принева в таком расстройстве после исполнения этой программы, потому что 2 падения сопровождало ее катание. Первая из 3 учениц Этери Тутберидзе в сильнейшей группе. Она выступила. Нагрузка, как всегда, у Дудакова и Пахалюка. Ну, не будет реакции. Или если даже и будет, ты не услышишь, что говорит Сергей Да, Викторович пытаюсь Петерсон. Как всегда, очень подслушать. тихо, Очень интересно. собрано, тихонечко, по делу. Да, Алена очень сильная фигуристка, и, насколько я помню, она не раз замахивалась на контент из 3 четверных прыжков, 2 луца и тулуп. То есть все на это делать умеет, и у нее была проблема, что вот именно на старте она никак не может собрать все то, что она делает на тренировках, и говорят, что вот именно на тренировках с этим проблем не возникает. Главное подобрать какой-то правильный настрой, но вот пока, видимо, что не удается все-таки найти тот самый ключик к себе, потому что четверной прыжок вновь не получился, недокрут, падение. Самое обидное, наверное, даже не то, что четверной не получился, а то, что дальше и на тройном прыжке случилась ошибка, хотя казалось, что очень уверенно она едет программу, и Луц Тулуп уже сделала каскад 3-3 во второй половине, и потом довольно неожиданно было видеть это падение. Посмотрим, вот оно как раз, да, видимо, что и конек немножко подвернулся, недокрут и падение, но дальше все равно молодец, собралась, и комбинацию, которая должна была быть на этом луце, она сделала со следующим прыжком, последним прыжком в программе, тройной флип и 2 двойных акселя сделала. Все вращения исполнила на 4-й уровень, видимо, какая замечательная растяжка, что все есть в этой фигуристке, и прыжки есть, и катание невероятное, и вращение. Вот все бы собрать вместе, и все тогда засверкает. И она оказывается на 4-м месте по произвольной программе. Пропустила вперед не только Дзепко, но и Смагину с Ореховской. Но по сумме 2 программ она пока что 2-я. На вершине все еще София Дзепко, как я и предполагал в теории, что вот в число сильнейших, как минимум 6, она ворвется. Но сражение продолжается, и на льду Виктория Стрельцова, еще одна ученица Хрустального. Катается она в своей произвольной программе под пиратов Карибского моря.
Виктория Стрельцова, очень боевая девушка на отличной скорости и с прекрасным настроением исполнила эту свою произвольную программу. Да, может быть, это не самая, ну что ли, хореографичная, не самая там театральная программа, но зато она очень спортивная и очень подходит ей этот стиль катания, вот этот вот боевой. Ну, что, прям тоже расстроены из-за падения? Ну, конечно, опять же, девчонки-максималистки. Вике сегодня чуть-чуть не хватило до того самого заветного чистого проката. Ну, давайте посмотрим на начало. Это было грандиозно. Когда Вика прыгает чисто, это просто дух захватывает. Начала с четверного сальхова в каскаде с двойным тулупом. Чистейший тройной аксель со сложного захода. Абсолютно. И дальше еще один четверной сальхов. И вот здесь я уже просто держала кулачки за этот чистый прокат. Вика, давай. Ну вот обидно. Все-таки тулуп во второй половине подвел, но только вдумайтесь, это 4 элемента ультра-си, и при том, что у юниоров нету дорожки шагов, и при том, что было вот то самое падение, которое вы сейчас видите, Кью ставят на тулупе, и действительно вот именно из-за этого она и не смогла выехать, немного не дотолкнулась, не до конца докручен был прыжок, вследствие чего падение. Но вот при этом падении, при том, что отсутствует дорожка шагов, 90 баллов за технику набирает Вика, и это очень солидный результат, она может еще больше, еще лучше. И в этом нет никаких сомнений. И очень нравится, как она под конец на хореодорожке все-таки начинает улыбаться и пританцовывать уже от души. Уверена, что в дальнейшем она сможет совместить свой сложнейший контент и с тем, чтобы всю программу нам также зажигать. Ну, очень достойно на этом первенстве, учитывая, что всего 13 лет, впервые она здесь участвует, не переволновалась, не допустила какие-то серьезные ошибки, за исключением вот единственного тулупа. И по компонентам она уступает Софии Дзепко около 5 с лишним баллов, но по элементам превосходит ее на 10 баллов. И таким образом оказывается впереди на 5 баллов по произвольной программе и на 12 баллов благодаря преимуществу в короткой программе. По сумме двух программ она сейчас впереди. Первая, кто смогла сегодня сместить Софию Дзепко. А впереди катание Маргариты Базылюк. Еще одна ученица Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова, Даниила Глейхенгауза, Георгия Пахилюка катается под композицию «Метаморфозис Ту» — «Путь тишины».
Прекрасная Маргарита Базылюк. Еще одно украшение этого турнира. Не во всей Маргарита своей технической Базылюк. красе, к сожалению, к которой мы так привыкли, когда смотрели ее выступление раньше с обилием, с россыпью четверных. Но вот сейчас четверной не получился, но какое это проникновенное катание. Да, конечно, несмотря на то, что технически сейчас Марго вместе с тренерами сделали такой вот намеренный шаг назад, да, и нету такого количества элементов ультра-си, которые Марго исполняла. Не устану говорить, что, конечно, как она преобразилась в этом сезоне, такое вдумчивое, чувственное катание, прям с душой каждый жест, как она чувствует музыку. Ну вот видим, пошла она на один четверной прыжок, на элемент ультра-си, к сожалению, не удался. Четверной сальхов, ставит кью, падение, но дальше собралась вот прям с характером, со своим бойцовским, все тройные прыжки, прям было видно, что на контроле делает и не позволяет себе допустить какую-то помарку, ошибку, и так и случилось, как она себе это запланировала, все тройные прыжки она исполнила, ни к одному прыжку нету никаких вопросов, все докручено, все чисто, все уверенно. Пожелаем Марго, чтобы от старта к старту она, конечно, набирала снова эту уверенность и своим прекрасным катанием, прекрасными программами еще и совмещала это все с тем набором прыжков, которые она нам уже демонстрировала и которые она может делать, чтобы все это вернулось и все сложности остались позади. Маргарита Так, все три Базылюк за ученицы произвольную программу в сильнейшей набирают группе 135,61 тутберидзе выступили, балла. и Общий результат за проигрывает две программы и по компонентам, и по элементам 204,28 балла. Софии На данный момент Дзепко Маргарита занимает Базылюк третье место. и пропускает ее вперед всего лишь на балл. София Дзепко сейчас на втором месте, лидирует Виктория Стрельцова. Маргарита Базылюк третья, а впереди выступление еще трех спортсменок, все три из разных школ тренерских. Вот первая из них Агата Петрова, третье место после короткой программы. Ученица Татьяна Мишиной, Алексея Мишина, Владислава Сизганова катается в произвольной программе под музыку японца Джо Хисаиши. Ностальгия по кино.
Агата Петрова. Такое проникновенное, взрослое, я бы даже сказал, катание. Как вот она Агата рассказывала в Петрова. интервью, что Алексей Николаевич сказал, когда платье заказывали, сделайте, пожалуйста, платье как для взрослой фигуристки, которая катается уже не по-юниорски. То есть была такая ставка вот на серьезное какое-то самовыражение, и вполне оно у Агаты получилось. Довольны они прокатом, мне кажется. Да, видно, что в этом году Агате старались подобрать образы, в которых она будет выглядеть взрослее, и в которых можно больше показать вот эту интерпретацию программы. Показалось мне, что вот и в короткой, и в произвольной такие прям на контроле были прокаты, и здесь вот прыжки, такие немножко нервные были выезды, где мы так немножко аж вздрогнули. Вот конкретно здесь, на каскаде Луцтулуп, между двумя прыжками было такое довольно шаткое приземление, но в целом по программе были такие довольно прыжки на грани, я бы сказала, но всегда эту грань в свою пользу перевешивала Агата, и все прыжки она смогла в итоге вытащить, устоять, удержаться, грубых ошибок никаких не допустила. Находит вот только один недокрут на тройном луце и неясное ребро на флипе во второй половине, а в остальном, на сегодня, и на двойном акселе тоже находят недокрут на заключительном, и действительно он там был. А в остальном справилась на характере, выдержала, устояла, и вот сейчас показали очень красивый элемент, который был исполнен в хореодорожке, все вращения на 4-й уровень, то есть вне прыжковых старалась прям максимально набирать Агата. Не будет очень высокой оценки за технику, потому что кроме ошибок все-таки и нет элементов ультра-Си, чтобы добраться до тех спортсменок, которые четверными проложили себе дорогу на вершину этой таблицы. Вопрос, какие оценки будут за компоненты и сколько получит в общей сложности спортсменка, чтобы добраться до тройки лидеров. На данный момент в тройке Стрельцова, Дзепко, Базылюк. И чтобы их обойти, нужно 135 баллов. Но нет, Агата набирает 129 баллов. Это 5-е место по произвольной программе и 4-е по сумме 2 программ. Впереди пока спортсменки Стрельцова, Дзепко, Базылюк. Программа представляет Лидия Плескачева. А на льду Лидия Москва. Плескачева. Светлана Панова выводит спортсменку на прокат. Катается она под яркую композицию Queen, It's a Beautiful Day и Don't Stop Me Now. Всегда в настроении подпевает себе во время исполнения произвольной программы. Пусть же это настроение сыграет по полной программе так, как это, например, было в Омске, где она совершенно блестяще исполнила победную произвольную. It's a beautiful day. The sun is shining. I feel good. No one's gonna stop me now. Oh yeah. It's a beautiful day. I feel right. No one's gonna stop me now, mama. Don't stop me now. Don't stop me. 'Cause I'm having a good time, having a good time. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky. 200 degrees of
Потрясающее выступление Лидии Плескачевой. Как это замечательно. Вот они, эмоции, наконец-то, в завершении практически уже этого дня, когда спортсменка максимально рада своему прокату, максимально рада тому, что она показала. И ее счастливый тренер Светлана Владимировна Панова, которая по ее самостоятельному признанию в интервью говорила, что вот я закончил кататься, потому что слишком нервничала на публике. И решила, пусть более крепкие девушки катаются, а я их буду учить. И вот такие девушки прекрасные, как Лидия, и ее ученицы, демонстрируют нам такое потрясающее выступление. Лида, ну какая умница, как радостно за ее прокат. И четверной сальхов, и тройной аксель. Давайте сейчас на замедленном повторе посмотрим, потому что прыжки ушли на пересмотр. И вот да, на сальхове находят Кью недокрут, а на тройном акселе тоже находят Кью. Но честно скажу, что здесь бы я в пользу спортсмена засчитала. И когда сразу во время проката без замедленного повтора мне показалось, что аксель даже и не стоит пересматривать. Но тем не менее ставят и на сальхове, и на акселе недокрут. Но далеко же непростой сезон, был и травмы, и как она быстро после нее восстанавливалась, набирала форму. И вот сейчас в звенящей форме к главному старту сезона, и характер какой, справилась без каких-либо ошибок грубых. Вот посмотрим в второй половине каскад луц-тулуп. Вот здесь чуть-чуть, да, на приземлении тоже раз и недокрут вылазит. Это вот единственные шероховатости, это некоторые недокруты, но в остальном вообще огромная молодец, и мне кажется, что программа стала намного ярче смотреться по ходу сезона. Вы смотрите, и подпевает, и танцует. С какими эмоциями она катает эту программу. Мне кажется, что в плане интерпретации тоже намного лучше стала чувствовать она этот образ и передавать его зрителям. Прям очень классными эмоциями зарядила нас Лида своим потрясающим прокатом произвольной программы. Поздравляем с этой программой. И она вторая по произвольной программе, уступает Виктории Стрельцовой, но первая по сумме двух программ. Какие эмоции. Она лидирует. Лидирует она уже как минимум серебряный призер. Потрясающе. И завершает эти соревнования Елена Костылева, действующая чемпионка данного турнира, ученица Евгения Плющенко, выходит для того, чтобы исполнить произвольную программу на музыку Эдварда Грига, Пер Гюнд, конечно, в современном переложении. Настроение боевое.
О, вот это да! Вот это произвольная программа, вот это Лена Костылева, россыпь акселей тройных, четверных прыжков. Что было достаточно Елена сделать Лене Костылева. Костылевой для победы, и что сделала она? На 10 побед вперед. Это браво. Браво Лене за сегодняшний прокат. Это характер, потому что тоже непростой сезон, и не все шло ровно. И при этом вот к главному старту, правда, огромное уважение именно характеру Лены, которая вышла, и сегодня просто сложнейший набор показала. Это просто, да, нету слов. Я когда увидела только заявку, что они добавили еще один тройной аксель, и будет 3 четверных и 2 тройных акселя, очень сильно удивилась. И Лена не просто пошла на такую заявку, еще и чисто смогла выкатать весь этот набор. Ну и, конечно, когда Лена делает элементы ультраси, это выглядит очень красиво, потому что они очень пролетные, высокие. Посмотрите, какая высота. Это был первый тройной аксель в каскаде с двойным тулупом. Абсолютная уверенность какая-то в исполнении этих элементов. Еще один тройной аксель. А главное, что настолько чисто исполнены были эти элементы, что там вообще нечего пересматривать. Тулуп на какой высоте, и тоже в воздухе, да, круче, но очень уверенно. Затем она исполнила тройной ридбергер. Вращение. И во второй половине программы она исполнила 2 четверных сальхова. Видим первый сальхов в комбинации с 2 двойными акселями. Сегодня от Лены прям вот за километр этой уверенностью, мне кажется, исходила от нее вот эта уверенность. Второй сальхов. Каждый элемент как по учебнику, такая крутка сумасшедшая. При этом тоже интересное наблюдение. Отказались от старших тройных прыжков. То есть в программе нету тройного флипа, тройного луца, заменили их. То есть она прыгала из тройных ридбергер и каскад сальхов тулуп 3-3. И, кстати, именно на тулупе на тройном нашли Судьи не были бы судьями, если бы единственный не недокрут в нашли. программе, да, на тройном тулупе. То есть вот от луца решили отказаться. Интересное решение, да, исполнить 5 элементов ультраси в программе. Слушай, а Ну вот вот дорожка тоже такие шагов первого тренерские уровня. решения. А, это хореографическая. Хореографическая, Всё, да, да, дорожка. пардон. Мгм. Да. Молодчина. Ну что, тут вопрос только в том, Умница, а в сколько нужное это время, будет в нужном баллов. месте. Все сделала. Главный старт сезона. Елена Красотка. Костылева за произвольную программу Ну что ж, по набирает произвольной программе она 157,37 на балла. 8 баллов больше набирает, чем Виктория Стрельцова. И по сумме она на 10 баллов больше набирает, чем Лидия Плескачева. Поздравляем. Абсолютная победа в таком великолепном совершенно стиле. Супер победа ангелов Плющенко, точнее, одного из ключевых ангелочков этой школы. Ну что скажешь по итогам этих соревнований? Тяжелый у девчонок сегодня день был. Да. Программы произвольные шли с трудом, много было ошибок. Но на какой высокой ноте мы закончили. Вот сильнейшая разминка порадовала. И София Дзепко, как мы ждали, все-таки поднялась намного выше. Не хватило ей все равно до пьедестала, но, тем не менее, какой рывок она сделала. И, конечно, тройка призеров Лена Костылева, Лида Плескачева, Вика Стрельцова очень порадовали своими прокатами. И Маргарита Базылюк очень понравилась сегодня. Так что девчонки огромные умнички. И вот первая шестерка. Все сегодня справились. Ну, хочется еще отметить то, что первые 4 спортсменки — это 4 разных тренерских группы. Это Ангела Плющенко, это Светлана Панова на втором месте, это Этери Тутберидзе с бронзовой медалью, ее ученица, и Екатерина Моисеева, пусть и 4-е место, но все-таки какое великолепное сегодня нам подарила катание София Дзепко. Если бы вчера она сделала... Если бы, да? Не будем даже обсуждать. Спасибо большое, дорогие друзья. Спасибо, Анечка, за эти соревнования у девушек, а впереди еще соревнования у парней. Спасибо всем, кто смотрел. Совсем скоро услышимся и увидимся на соревнованиях мальчиков.
Уважаемые дамы и господа, мы начинаем торжественную церемонию награждения победительницы и призеров Первенства России среди юниоров 2026 года в дисциплине «Одиночное катание девушки-юниорки». Первое место и звание победительницы завоевала Елена Костылева, Московская область. Второе место и серебряным призером становится Лидия Плескачева, Москва. Третье место и бронзовую медаль завоевала Виктория Стрельцова, Москва. Медали победительницы и призерам вручает генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. Грамоты победительницы и призерам вручает вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России, президент Федерации фигурного катания Республики Мордовия Владимир Грибанов. Цветы победительницы и призерам вручает рефери вида Сергей Чемоданов. Победительницу и призеров поздравляет технический контролер Юлия Андреева. За подготовку победительницы Первенства России среди юниоров 2026 года награждается тренер спортсменки, олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Желаем победительнице и призерам соревнований здоровья и новых спортивных побед. Ваши аплодисменты.